Хочешь одна сходить? Меня оставить? Да? Что-нибудь есть? Ну капли эти постоянно кажется, что кто-то идет. Здесь что, камеры пыток были? Блин, Марта, иди сюда. Знаешь, сооруженница как будто какого-то маньяка-убийцы. Просто 100%. Страшно, ребята, очень страшно. Вот такая у нас на повестке дня заброшка. Но самое интересное, ребята, что вот детская площадка, вот полностью вокруг жилые дома, вот красивая Алена, и вот заброшка. Я не знаю, ребят, что из этого получится. Сейчас мы попробуем туда забраться, пробраться. Привет, ребята! Вы на канале «По ту сторону». Мы сегодня находимся в заброшенной детской больнице. Не работает она уже довольно-таки давно. И небольшая она по размерам, поэтому пойдем сейчас погуляем, посмотрим. Это место не славится какой-то страшной историей, поэтому это просто обычный залаз, показать вам, как может выглядеть заброшенное такое здание. Поэтому желаем вам приятного просмотра и поехали. Вперед! Мы зашли вот в таком вот с такого вот окошка, вот с такой дырки. Видите, обои везде. Мы пока что не понимаем, насколько это здание представляет какой-то интерес конкретно для нас. Вот меня очень умиляет сразу вот эта вот детская площадка. Тут сразу же жилой район. О, а здесь были душевые. Нет на свете того, чего ты не можешь есть, то, чего ты недостаточно сильно хочешь. О, кстати, ребята, хорошая фраза. Смотрите, здесь была шторка, висела, даже остались еще крючки. Был душ, душевая кабина. То есть мы сейчас в поисках не потустороннего, а чего-то интересного. Да. Я думаю, вряд ли здесь будет что-то потустороннее, но кто знает, кто знает. Мы, в принципе, и в местах, в которых мы не ожидали, находили что-то эта решетка страшное. Могут увидеть в любой момент нас. Нас могут застукать, да. О, вот, смотри, можно здесь открыть. Что? Открыть можно, наверное. Я думаю, нет. Она заварена. Заварена, да. И туда вход, ребят, смотрите, заварен. Интересно. Там другое, да. Ветер, наверное, да? Нет, ну вот теперь, скорее всего, капли. Там другое здание, и туда прям не забраться. Ну да, это может, через второй этаж получится. Сейчас будем смотреть. да, Здесь. Да? Смотрите, здесь, видимо, был вход. И вот это вот какое-то регистрационное окно, да, вот с улицы был вход. Вот там вот лесенка. И вот, кстати, веник. Хранился. Обои. Видно, что здание еще недавно использовалось, потому что даже посмотрите, какие проемы. Гуль. Здесь что, камеры пыток были? Блин, Марта, иди сюда. Что-то у Аленки там интересное, наверное. Я говорю, камеры пыток как будто какие-то были, я не знаю, смотри. Что-то 2 на 2 такое. Кстати, ну я тебе говорю, реально как камера пыток. ребята, должно было вот за решеткой. Ну, я тоже не могу понять. Такая, ну, может быть, здесь были лекарства? Капец. Ну, выглядит как тюрьма. Ну да, выглядит это не очень экзотично. Может быть, у него система. Типа черный ход. Здесь какая-то бомбардировка какая-то была, не знаю, разбитая. Но больница, она очень давно заброшена.
Сюда, конечно, надо идти ночью было. 2013 год, кстати, ребят. Ну, уже 10 лет, практически 9. Да, но 10-9 это не 30 лет, как в некоторых заброшках мы с тобой были. Например, как... Да, например, как радиоактивный санаторий. Здесь кто-нибудь есть? Люди ходят. А тут тоже что-то... Какие-то... Обои, ребята! У кого были такие обои в нулевых, признавайтесь. Вернуться просто назад в 2000-е, реально. Это вот эти вот ободочки, которые подклеивали, знаете, швы скрывали. Да. Фотообои вон. Красуются. Так, попробуем сейчас пробраться. Так. Угу. Тоже что-то такое, ванны. Туалет, наверное. Да, ничего интересного. И судочки всякие из-под холодильника. Это непонятно, если честно, что. И какой-то конвертик. Интересненько. Так, пойдемте дальше. Так. Ох, смотрите, какие здесь обои. Прага, Париж. Я гуль. Вот, ребят, вот кто вот эта вот надпись встречается мне уже не первый раз в этой заброшке. Что это значит? Как попасть во второй корпус? Ребята, туда нету входа со второго этажа до входа нет, поэтому, скорее всего, мы туда не попадем. Дырка кругленькая, как будто прям стреляли в окно. Такое чувство, что здесь какие-то квартирки были или комнатки. Но на самом деле здесь очень опасно, при этом здесь детская площадка, бегают дети, и вот так вот ребенок Я снимаю, ты нас снимай. залез И вылез. И поранился, спокойно порезался. Здесь очень много битого стекла, прям очень много. Здесь, наверное, чуть туалет. Кстати, стол. Наверное, в нем Ну, пустой скорее. ничего не будет. Да, ребят, пусто. О! Смотрите, какое зеркало антуражное осталось. Круговые такие комнаты, ребят. Но как попасть, может быть, через окно? Как попасть в то помещение, в то здание? Ребят, мы каким-то чудом пробрались во второй корпус. Он чуть-чуть побольше. Здесь вроде бы как даже побольше с охранкой. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть, потому что там, сами видели, смотреть было не на что. Да, кстати, рекомендуем вам подписаться на канал Искатель призраков. Наш хороший знакомый изгоняет дьявола, проводит разные ритуалы. В общем, очень интересный контент. Тем, кому такое нравится, обязательно приходите. Ссылочку мы прикрепляем в описании нашего видео. А мы идем исследовать заброшку дальше. Погнали. Первое, что нас встречает при входе, это ботинки. Ну, вот вы мне скажите, ребят, как можно было оставить ботинки? Не, я понимаю, что вас преследуют на заброшках всегда обувь и стулья, но тут прям нормальная пара ботинок. Это наводит на определенные, кстати, мысли. Что что-то есть? Ну, что может быть тут Кто-то здесь сидит без ботинок? криминальная история. Может быть. Ладно, пошли. Какая-то какая-то комнатка странная очень. Ну, она просто под крышей сразу. Может, кто-то пытался украсть, да не доукрали. Ребят, открыта дверь в подвал, наверное. И пол Еще один ботинок. Что-то я смотрю здесь. пробитый пол. Ой, я представляю, как там подвал. Боже, ну не люблю эти подвалы. Теплоузел, это не подвал. Держи сумку, я пойду посмотрю, что там. Хочешь одна сходить? Меня оставить? Да?
Что-нибудь есть? Может, ты газовый баллончик возьмешь с собой? У меня есть. А, ты взяла, да? Замена замка 23.02.2017. Дежурный номер. Ага, тут еще, ты знаешь, Вот так здесь все интересно. Такие штуки. Прикольно все сохранилось. Вон даже сохранился какой-то список. Жесть какая, ребята, жуть просто нереальная. Трубы, кстати, новые какие-то трубы. но капли эти постоянно кажется, что кто-то идет. Кафельная комната. Может, здесь столовая была? Непонятно. Но очень интересно. Включаю свет, чтобы в окнах не пылиться. Краска аэрозольная. Ну, понятно, здесь граффити рисуют. Всякие неприличные. Это как будто вот поле, да? Да, ну, это, я думаю, что игра, а потом наклеили на эту стену. Но стена кирпичная, прям хорошая стена. Ничего, смотри, оно такое, как... Почему? Это похоже на стекловату, но без стекла, на самом деле. Что такое? Мне кажется, мы потом не найдем, где мы залазим. Так, лучше не надо такого Такие говорить. красивые бабочки. Прикольные бабочки. Туалеты опять. Я тебя снимаю сверху вниз. Это тренд в ТикТоке сейчас такой. Мы пытались достать, видимо, какие-то трубы или что. Может, пытались отремонтировать, наверное. Душ. Открой душ ногой. Душ. В принципе, душ. Вон даже. А я думала, там Веревочки шторки. для шторки. для шторки. Я подумала, для сушки белья. Ребята, как туалет использовали. Помещение. Очень прикольная плитка с рисунками за бабочками. Что за дверь? Забита. Все, вот еще одна лестница. Вот. Смотри. Вот там, помните, ребята, с той стороны, Мы куда мы прошли. не могли Ну, блин, зайти. это труба, это вот ну сколько. Она... Такое чувство, что отсюда пиздили воду, честно говоря. Здесь кто-нибудь есть? Стены вон рушатся уже. Что за звук? Здесь вода проходит. Знаешь, сооруженница как будто какого-то маньяка-убийцы. Просто 100%. Оно шло с самого начала, где мы заходили, Вот отсюда идет туда. где мы залазили. Зачем ты туда полезла? Зачем все? Ну что там? Алена там осталась стоять на стреме.
просто мебель, остатки мебели. Тоже туалеты были, раковинки остались. Это второй этаж. Я на втором этаже. Ну, все очень похоже, как и в том корпусе. Так, там люди ходят, не будем светиться. Там ящик из-под телека стоит посреди комнаты. Старого телека советского. Там люди. Я хочу очень посмотреть, что находится. А, так там вот с этой стороны заход. И здесь. Ой, какая розовая комнатка. Какая розовая комната. Просто малиновая. Просто вот так. Ну и снова туалет. Вон мамочка с коляской. Конечно, удивительно, что посреди такого вот жилого района Итак, ребята, куда ведет этот шланг? На самом деле было очень страшно, что там кто-нибудь будет в этой комнате, да? Потому что там такой еще звук был стрёмный. Капель. Не очень приятно. Ты уверена, что хочешь туда пойти? Нет. Не иди. Почему? Ну там плюс-минус будет то же самое. Все разрушено. Я обещала ребятам показать, куда ведет этот. Куда ведет этот кабель. Ага. Какая-то дежурная часть. Ну, типа, ребята, вот так. Просто вот в такую трубу. Вот дежурная часть. Ребят, смертельный номер. Тоже какая-то комната. Может быть, это ментовка была? Ребят, может, это была ментовка? Потому что, исходя из того, что дежурная часть, вот такие вот комнатки, которые должны быть за решеткой, есть у меня подозрение, что это ни хрена не детский садик был в последнее время. Вот, хотя вот эти вот фотообои, кстати, елочные игрушки вон лежат, эти мишура. В общем, много вопросов к этому зданию. Вон она стоит около входа, грустит. Ладно, ребята, выбираемся. Смотрите, как прикольно, что у кого-то вот такая комнатка была создана. Ну вот, я, как обычно, уже лажу одна. Аленка меня оставила. Сколько стекол, смотрите, ребят. Ну, на втором этаже мы уже были. Хотя мы были на втором этаже, не в этом здании. Быстренько заглянем внутри. Вот здесь уже это похоже на детский сад. Страшно, ребята, очень страшно.
Если бы мы знали, что это такое. В общем, как-то так. Все. Выбираемся. Как гласит интернет, здесь раньше была детская больница, но у нас возникли вопросы, потому что эти вот комнатки за решеткой, ну, в детской больнице, странно очень, надо, конечно, смотреть, еще углубляться. Если мы что-то найдем, мы вставим какую-то информацию в видео. В целом, все, что могли, показали. Особо ничего интересного здание из себя не представляет. В общем, ребят, никаких лично у меня впечатлений вау эта заброшка не вызвала. Очередной посыл для вас. Не нужно прибегать к вандализму в таких заброшенных зданиях, не мусорьте, не разбивайте окна, потому что, как видите, это заброшка вообще посреди жилого двора, чтобы вы понимали. Поэтому мы призываем вас к порядку. Надеемся, что выпуск вам понравился. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, делитесь этим видео в социальных сетях. Мы будем вам благодарны. Мы идем к первой нашей цели, это к 1000 подписчикам. Надеюсь, вы нам поможете. Поэтому мы были рады, что вы были с нами. Пока. Пока-пока.